Привет, друзья! Сегодня мы едем в одно очень известное место, популярное среди любителей горных лыж и активного зимнего отдыха. Это национальный парк Капаоник. Но это место прекрасно подходит и для пеших прогулок, особенно летом. Чтобы доехать из Ниша, потребуется 2,5 часа без остановок. У нас была одна в Брусе, и пока планинары пили кафу, мы успели немного оглядеться, и нас очень впечатлила церковь XIX века Преображения Господня. Ее несколько раз реставрировали, а икону и надпись на западной стороне выполнил русский художник Николай Михайличенко в 1935 году к столетию церкви. В России он неизвестен. В Сербии он появился в 20-х годах прошлого века, написал много портретов, помогал с декорациями и масками в театре, участвовал в росписи близлежащих церквей, а также им была расписана и эта церковь. Было несколько фресок, но мы их, к сожалению, увидеть не сможем, так как времена были такие, что качественных материалов было мало, и время уничтожило его работы. Когда церковь стали реставрировать, восстанавливать уже было нечего. А мы уже стартовали от планинарского дома, и наш маршрут будет начинаться и заканчиваться прямо на трассах, где несутся лыжники и сноубордисты. Потом будем идти по дороге. Все это, конечно, небезопасно, и если вы на это решитесь, то нужно будет очень осторожными. Потому я вначале упомянула, что хайкинг здесь больше подходит для лета. Летом, говорят, есть другой маршрут по лесу, возможно, нам получится его освоить, а пока он занесен снегом. Еще про осторожность в этих краях. Здесь часто видят медведей. До вершины Треска мы доходим очень быстро и легко, 6 километров от планинарского дома. Здесь мы практически у границы с Косово, будем любоваться его природой. Нас тут встретила собачка с глазами, как эти голубые холмы. Если идешь в горы в Сербии, нужно обязательно иметь запасной сэндвич для хвостатых гидов. Это практически правило. Природа просто восхитительная. Но мы идем дальше, на Сува-Рудиште. Панчичев пик – это наивысшая точка Капаоника. Он назван в честь известного сербского ботаника Иосифа Панчича. Здесь же находится его мавзолей, а еще здесь находится военный объект. Поэтому в 1999 году эта территория, несмотря на то, что это национальный парк, была обстреляна НАТО. Мавзолей также был поврежден, но восстановлен. В течение долгого периода передвижение по бездорожью в этом районе было угрозой для жизни. О существовании остаточных кассетных бомб свидетельствовали также пожары, случавшиеся здесь, пока к 2006 году территория не была очищена. При этом было обнаружено 70 остаточных мин. Капаоник уже в средние века был районом добычи полезных ископаемых, поэтому с того периода сохранилось много шахт. На пике Сува-Рудиште, что в переводе означает «сухая шахта», можно увидеть обелиск, четырехгранную пирамиду высотой около 15 метров. Может показаться, что это что-то сакральное, там даже есть приношение в виде денег, но это всего лишь тригонометрическая точка, которая играет роль в создании геометрической основы для картографирования поверхностей. Построен он Республиканским геодезическим институтом Сербии в 30-х годах 20 века. Первоначально был из дерева, а после Второй мировой войны стал каменно-бетонным, а стоит он прямо на краю у бывшего рудника. Вдоволь надышавшись свежим воздухом, мы возвращаемся обратно к планинарскому дому, шокируя своим появлением чащихся лыжников и сноубордистов. А у меня все. Уже скоро увидимся на трему. Чао!